Игроки отправляются в историю, созданную мастером игры. Они принимают на себя роли вымышленных персонажей, описывают их действия, а мастер – последствия этих действий. По решению мастера игроки совершают проверки, броски игровых кубиков. Количество таких кубиков определяется характеристиками персонажа, а от выпавших на них значений зависит, ждет героя успех или неудача. В распоряжении игроков есть особый ресурс – вдохновение. Они могут потратить его, чтобы увеличить свои шансы на успех или использовать уникальные способности своих персонажей. Узнайте больше о правилах игры на gredut.ru. Однушка на окраине Москвы. В выцветшем доме времен перестройки. Старая мебель от предыдущих хозяев, запах сигарет, книжной пыли и еле уловимый химозно-травяной аромат. Спаленка с маленьким окном, за которым завывает метель. На потолке горящая люстра с плафоном болезненного зеленоватого цвета. Вместо кровати старый диван с выпирающими пружинами. На нем лежит мужчина. Это ты, Тимур. Ты спишь и сквозь сон слышишь звонок своего телефона. Я открываю глаза и начинаю шарить по дивану в поисках мобильника. Ты нащупываешь прямо под подушкой телефон. Ты видишь, на нем написан имя звонящего. Это Ирина Георгиевна. Я сажусь на кровати и несколько секунд вспоминаю, кто такая Ирина Георгиевна. Затем нажимаю кнопку «Принять вызов» и подношу телефон к уху. Да, алло. Ты слышишь с той стороны трубки взволнованный голос старой женщины. Кажется, с того момента, как ты слышал его в последний раз, он еще больше постарел. Она взволнована, говорит вкратчиво, явно переживая, что могла тебя разбудить. Тимур? Да, тетя Ир. Тимур, ты прости, что я рано так звоню. Я тебя не разбудила, не потревожила? Нет, все в порядке, я не... Да, я все в порядке, я не сплю. Как ты живешь, дорогой? Как у тебя дела? Да, потихонечку живу, живу как все, как живется. Как чувствуешь себя? Ты слышишь, что она явно очень неловко себя чувствует, разговаривая с тобой через такой длинный промежуток времени. Ты слышишь, что она бы очень хотела перейти к какой-то другой теме разговора, но, наверное, из вежливости спрашивает у тебя, как дела. Ты знаешь, что за последний год она тебе ни разу не звонила. Я встаю и
начинаю ходить по комнате, иду на кухню, стараясь проснуться и собрать мысли в кучу. Тетя Ир, случилось чего-то? Да, Тимурчик, я чего звоню? Алена на связь не выходит уже несколько дней. Я остановлюсь как вкопанный. Я думаю, что все хорошо. Ты же знаешь, она как в работу идет с головой, так и все. Но она обещала позвонить мне. И не позвонила. И телефон у нее недоступен уже несколько дней. И я переживаю, что что-то могло с ней случиться. Последний раз, когда я с ней разговаривал, она очень была взволнованная. И я уже всех обзвонила, и никто ее найти не может. И я просто знаю, что у тебя вроде как оставались ключи от квартиры ее. Ирина Георгиевна, вы только не волнуйтесь. Наверняка все хорошо. Может, она телефон потеряла? Может быть, но так надолго никогда еще не пропадал. А сколько дней ее нет? 2 дня. Ну, 2 дня, это что ж 2 дня. Я понимаю, что на самом деле ситуация крайне серьезная. И действительно, зная Алену, я понимаю, что вряд ли бы она так долго бы мурыжила маму. Но для Ирины Георгиевны я стараюсь сделать как можно более легкий голос. Ирина Георгиевна, я разберусь. Я сейчас к ней съезжу. Я сам, вы правы, у меня где-то ключи были. Сама, ты знаешь, не могу ее проведать. Я плохо себя чувствую. Сейчас магнитные бури, такие метели. У меня голова раскалывается. Я еле-еле до магазина дохожу, а потом возвращаюсь. Ты съезди к ней, как у тебя будет время. Может, там ты работаешь сейчас? Да, работаю. Ну, после работы, там, вечерком заскочи просто. Может, хорошо, там, конечно. Чего? Я, может, прямо сейчас съезжу. Хорошо, и потом мне перезвони, пожалуйста. Конечно, Ирина Георгиевна. Вам, может быть, помощь какая-нибудь нужна там? Нет. За мной ухаживает. Ты, главное, Алену разыщи. Хорошо. Телефон у нее недоступен, да? Да, звоню, нет. А вы не знаете, Ирина Георгиевна, она ключи не меняла? Ну, эти замки. Не знаю, Тимурчик. Я уже хожу по прихожей и ищу ключи от бывшей своей квартиры. Да, все верно. Ну, ты как найдешь, ты мне позвони, хорошо, милый? Да, конечно, Ирина Георгиевна. Вы не переживайте. Может, она на отдых уехала. Ну, это... Мало ли бывает. Это хорошо, ей нужно, она уже заработалась там. Ну, бывает. Со своими бывает, этими... Может, за городом. Мало ли, может, выпила и спит уже давно. Может, недоступно. Хорошо. Просто, да, как бы 2 дня, это вообще не срок, Ирина Георгиевна. Хорошо. Я вам позвоню, все, мы все сделаем. Мой тон становится более деловым, более резким. Я понимаю, что надо не давать Ирине Георгиевне расслабляться и уходить в эту тоску. Ты слышишь, что как только она выговаривается и слышит твой голос, она заметно успокаивается. Ты всегда вселял в нее уверенность. Да, все, Ирина Георгиевна, я разберусь. Я вообще наругаю ее, что она вам не звонит. Обняла тебя, Тимур. Обнимаю вас, целую. Ты заканчиваешь разговор, ты стоишь посреди маленькой типовой кухни своей квартиры. В кастрюле на плите плавают остатки вчерашних пельменей. Табачный запах из забитой бычками пепельницы на подоконнике смешиваются со стойким запахом тараканьей отравы из открытой вентиляции. На столе, накрытой засаленной клеенкой, выставлена полная коллекция насекомышей. Это мультяшные пластиковые фигурки, которые выдают за покупки в магазине «Копеечка». Каждая идет специальный вкладыш, который можно вклеить в альбом. У тебя же здесь на столе лежит альбом. Ты на досуге этим занимаешься. До полного набора тебе не хватает жука-носорога и мотылька. Рядом с коллекцией лежат 3 нераспакованные пачки насекомышей, которые ты получил вчера после работы. На жужжащем холодильнике на небольших магнитах держится огромное количество записок с рецептами на лекарственные препараты. Венлофоксин, аланзапин, квинтиапин, мелатонин, фенибут. Вся поверхность холодильника усеяна
этими рецептами. Я подхожу к холодильнику. Я уже давно знаю, какой порядок принятия таблеток. Я так понимаю, что у меня есть таблетница. Да. Она у тебя в рюкзаке, она у тебя всегда в рюкзаке, да. Пластиковая, замызганная таблетница с несколькими наклейками, приклеенными туда. Я открываю... Какой сегодня день недели? Сегодня вторник. Я открываю вторник и принимаю утреннюю дозу колес. Запиваю водой. У меня железный чайник. Не электрический железный чайник. Я запиваю водой прямо из чайника. Пока ты выпиваешь воду, твой взгляд падает на старые настенные часы. Ты видишь, что до рабочей смены остается не больше 15 минут. Ты несколько раз на этой неделе проспал работу и клятвенно обещал, что больше ты ее не пропустишь управляющему. Поэтому тебе нужно собрать вещи, отправиться на работу. Я прикидываю, что мне нужно будет для того, чтобы... Я нашел ключи? Их нужно поискать, ты не помнишь, где они. Их нужно поискать по квартире. Я одеваюсь в рабочую одежду. Да, у тебя в спальне на стуле по-армейски сложенная одежда. Рядом лежит твоя обычная одежда. Рядом лежит телефон и кубик Рубика. Я наскоро одеваюсь и на секунду беру кубик Рубика в руку. Ты чувствуешь его, он тяжелый и металлический, ты очень любишь держать его в руках, он всегда успокаивает. Удивительное свойство, когда бы ты ни брал его, он всегда немножко прохладный. Это помогает при температуре, ты прикладываешь его обычно к виску и таким образом охлаждаешь себя. Я несколько раз автоматически проворачиваю указательным пальцем и большим несколько граней, думаю в этот момент о своей бывшей жене. Ты помнишь, как она дарила тебе этот кубик Рубика? У тебя был день рождения, и она подарила тебе большую коробку, на которой грани были, которые разрисованы в разные цвета. Открыв ее, ты обнаружил еще одну коробку, еще одну. И в какой-то момент открывание этих коробок дошло до такой истерики от радости. Это было очень смешно. И в конце на дне был этот кубик Рубик, раритетный, производства СССР. Вроде бы Венгрия, ты припоминаешь, что вроде как Алена рассказывала, что нашла его где-то, когда ездила в Венгрию в командировку на блошином рынке. Пока я его двигаю, я не собираю его, просто двигаю, чтобы почувствовать ход этих деталей, их плавные щелчки всегда успокаивают меня и направляют на тот ход мысли, который мне необходим, помогают сконцентрироваться. Я до сих пор нормально не проснулся, но понимаю, что мне нужно спешить, и хочу поискать ключи. Я должен У меня же нет обеденного перерыва. Есть обеденный перерыв в середине дня, но он как бы текущий. Ну, прям ты как бы ешь прям на работе. Ну понятно. Значит, я не смогу добежать до дома и поискать ключи. Значит, ключи нужно взять сейчас. Да. Потому что я собираюсь вечером заехать к Алене. У тебя есть прихожая, ванная и туалет. Проводя рукой по щеке, Я чувствую небритость? Да, чувствуешь небритость. Магазин «Копеечка» находится в соседнем доме, так что у тебя вполне есть время, чтобы спокойно собраться. Хорошо. Первое, что я должен сделать, это найти ключи. Ирина Георгиевна на самом деле немного напугала меня тем, что Алена не выходит на связь уже 2 дня. И это не то чтобы удивительно для моей бывшей жены, зная ее характер, но все равно трудно отвязаться от навязчивых мыслей, которые сразу же посещают мою голову. Поэтому я прикладываю множество усилий для того, чтобы поскорее найти ключи. Я хочу поискать в прихожей. Ты выходишь в прихожую, это узкий коридор, обклеенный выцветшими советскими обоями с цветочным узором, часть которых уже местами запузырилась. На стене между дверями на кухню и ванную календарь с пометками. Вдоль стены деревянная стенка гардероба с курткой, рюкзаком. Рядом с входной дверью тумбочка с вещами, куда ты обычно скидываешь все на свете. Я ищу там. Внутри тумбочка полна хозяйственными мелочами, жвачки, монеты, чеки, резинки, болтики. Внутри ты находишь ключи от квартиры Алены. Отлично.
Связка ключей, которая украшает брелок, фонарик в виде свинки, который при нажатии на кнопку хрюкает и светится. Она немножко пыльная. Ты уже и забыл, что именно у тебя на ключах был такой брелок. Когда-то он тебя радовал, сейчас это выглядит скорее нелепо. Справа от тебя календарь, висящий в коридоре, с фотографией гостиницы «Урал» и яркой надписью «Приезжайте в Пермский край» с большим восклицательным знаком. Он достался тебе от прошлых квартиросъемщиков. Почему-то ты решил его не снимать. Он за текущий год? Да. На нем красным маркером подчеркнуты даты рабочих смен. Сегодняшний день, 11 января, тоже обведен красным. Я не смотрю на календарь и возвращаюсь в ванну для того, чтобы побриться. Небольшая ванная комната. Тебя встречает тут синяя потертая кафельная плитка, освещаемая одинокой лампочкой Ильича. Стиральная машинка упирается в чугунную ванну с потрескавшейся эмалью. На ее бортике стоит мужской шампунь. На стене висит заляпанное зеркало. Под ним деревянная полочка со средствами гигиены. В зеркале ты можешь увидеть свое отражение. Как ты выглядишь? Это скуластое лицо со впалыми щеками и немного выдающимися вперед глазами. Короткий ежик светлых волос на голове, очень коротко остриженный, с прямыми висками и прямым кантиком сзади, на затылке. Потрескавшиеся сухие губы и перебитый в нескольких местах нос. Перед тобой деревянная полочка. Я бреюсь. Помимо зубной щетки и пасты, тут лежит старая электробритва, которую много лет назад подарил тебе отец. Рядом с ней лосьон после бритья в советском зеленом флаконе, на котором золотыми буквами написано «Кентавр». Это очень раритетная вещь. Ради того, чтобы купить ее, ты ездишь на блошиный рынок Москвы, потому что только там остались эти вещи. То есть их уже не, и этот лосьон уже не производят, однако люди продают его. Он остался с давних времен. Именно он наполняет воздух во всей квартире вот этим именно твоим терпким запахом трав и спирта, который мгновенно въедается в одежду и кожу. Ты весь им пропах. Ты знаешь, что люди, когда знакомятся с тобой, часто подмечают эту особенность. Это именно твой уникальный запах. Я методично и даже слегка намеренно бреюсь, слегка намеренно долго бреюсь. Это та часть утреннего ритуала, которой я уделяю большое внимание для того, чтобы настроиться на день, для того, чтобы снова почувствовать себя в форме. Я прохожусь электробритвой так, чтобы нигде не осталось ни одного волоска, никакой шероховатости, чтобы подбородок и усы были идеально гладкими, чтобы не было никакой растительности. После чего я снова смотрю на свое лицо в отражении зеркала и лью чуть-чуть больше одеколона, чем обычно. Предполагая, что, возможно, сегодня я увижу свою бывшую жену. В этот момент тебя отвлекает звук из ванной. Маленький шебуршащий звук, будто бы кто-то бегает по ванной. Очень маленький. Я Заглядывая смотрю туда, в ванну. ты видишь, что по внутренней поверхности чугунной ванны как безумный носится большой усатый таракан. Сука, говорю я, и хочу душем его смыть. Движение, пожалуйста. 4 успеха. Ты опиши, как ты это делаешь. Это очень, ты как-то очень круто прям его побеждаешь. Я беру душ, который конечно, не стоит в стойке для душа, а лежит на кране. Старый пластмассовый душ с пластмассовая лейка, половина дырочек, которые уже забиты, поэтому напор не очень сильный. Я беру и одновременно поворачивая кран, тут же направляю струю в сторону таракана, и несколько тонких горячих струй устремляются в его сторону. Я ловко смываю его к решетке слива. Он словно в аквапарке, как пьяный мужик в аквапарке, переворачиваясь, улетает в трубу, а ты получаешь вдохновение.
Я, довольный тем, как я ловко это сделал, обливаю ванну еще раз горячей водой, чтобы, как представляется Тимуру, смыть грязь с таракана. Этого хватает для того, чтобы ванна в его глазах снова стала чистой. Я закрываю горячую воду, кладу душ обратно и ускоряю свое движение для того, чтобы поскорее выйти из дома. Часть обыденного ритуала работы охранника — обязательно пописать перед выходом на дорожку, что перед работой, потому что смена длинная, а стоит только на секунду отойти, может что-нибудь случиться. Писаю. Ты заходишь в крошечный туалет с оранжевой плиткой на полу и черно-белыми фотообоями с изображением Эйфелевой башни на стенах. Здесь отчетливо слышны крики ругающихся за стеной соседей. Если прислушаться, можно дословно разобрать ссору двух людей из соседней квартиры. Жена яростно отчитывает мужа, который явился домой под утро в нетрезвом виде. Супруг виновато протестует. Ты часто слышишь их разговоры. Ты даже знаешь, как их зовут. Аня и Миша. Я всегда испытываю некую неловкость. Даже не от того, что я их слышу, а от того, что я их слышу с причиндалом в руке. И мне кажется, это чем-то не очень приличным. Поэтому я стараюсь всегда переключить свое внимание и не вторгаться в их жизнь. Хотя меня и подмывает... Я же иногда встречаю в подъезде Мишу. Хотя меня иногда и подмывает... поговорить с Мишей по душам, объяснив ему основы семейной жизни. А ты в них разбираешься? Ну, мне кажется, что те проблемы, которые я слышу у них, легко устранимы на фоне собственного расставания с женой и серьезных проблем. Проблемы их семьи кажутся мне выдуманными. Что ж, ты облегчился и готов к выходу, осталось только собрать вещи. Я отрываю кусочек бумажки и стираю с ключика унитаза несколько капель и кидаю бумажку в унитаз, смываю, после чего, не закрыв крышку и не поднимая стульчак, выхожу из туалета. Жизнь. Да? Ты выходишь, перед тобой стенка гардероба, тут висит твой кожаный рюкзак. Так, кожаный рюкзак, надежный, водонепроницаемый рюкзак из натуральной кожи коричневого цвета. Единственный оставшийся... Не единственный оставшийся подарок Алены. В этом рюкзаке уже лежат твои обыденные вещи. Спецодежда охранника. Состоит из куртки и брюк расцветки зимний серый вихрь. Да, зимний серый вихрь. Я примерно понял, что это такая, выглядит. Да. Аптечка. Тип лекарства. Прозрачный пластиковый контейнер с изображением мультяшного улыбающегося динозавра. Вмещает в себя набор лекарственных препаратов и средств для оказания первой помощи, а также все прописанные тебе таблетки. Я возвращаю свою таблетницу туда, в аптечку, чтобы она лежала там. Тип можно не читать. Нужно ли мне читать их характеристики, мастер? Вот, восстанавливает 3 здоровья. Нет, это все не нужно. Кошелек лежит в рюкзаке. Да. Потертый коричневый кошелек с изображением крокодила. Паленый, но стильный. И 2 твои главные вещи. Портсигар. Антикварный портсигар, передававшийся в моей семье на протяжении 3 поколений. На металлической крышке рельефное изображение Семена Буденова на лошади. Не раз был реставрирован и прошел 4 войны. Зажигалка. Немецкая зажигалка Zippo, подаренная Игорем, моим другом, после моего первого боя на войне. На ней яркой краской нанесено изображение красивой светловолосой девушки с 2 бокалами пива в руках. Удобная и безотказная. Я встряхиваю зажигалку. У меня есть, кроме обычных ритуалов утреннего туалета, есть ритуал перед выходом из дома. Я достаю портсигар, открываю его и закрываю, после чего открываю зажигалку. 1 раз ее зажигаю, закрываю зажигалку и кладу ее обратно в рюкзак. Я проверяю, на месте ли мои сигареты. Да. Как только ты открываешь портсигар, ты сразу же чувствуешь запах табака, и на фоне достаточно волнительного пробуждения чувствуешь сильное желание перекурить. Я сделаю это, когда спущусь вниз. Я хочу покурить на улице. Точнее, я понимаю, что нет времени оставаться и спокойно курить. Я слегка раздражен тем, что я проспал. И
тем, что я не успел выпить ни кофе, ни вообще ни чая, и во рту неприятная мятность дешевой зубной пасты. Такая вот прям настойчивая, не перебиваемая ничем, кроме крепкого вкуса сигареты. Поэтому я собираюсь покурить на ходу, пока буду идти до магазина. Ты складываешь вещи в рюкзак. Это армейская привычка. Она связана с тем, что если вдруг наступает какой-то ЧП, экстренно нужно куда-то выбегать, то лучше всего складывать вещи в рюкзак на случай, если куртку и какую-то одежду придется оставить на месте. Да. Поэтому ты все вещи всегда носишь в рюкзаке и не оставляешь их в... То есть у тебя здесь есть... Ты легко можешь добраться рукой до боковых карманов, но в самой куртке никогда вещи не носишь. Такая чудная привычка. Ты выходишь из квартиры... Я достаю одну сигарету из портсигара, кладу ее за ухо и спускаюсь по подъезду вниз. Закрываю квартиру и спускаюсь. Пустая квартира Тимура, абсолютно одинокая, унылая и практически безжизненная. За окном незамысловатый зимний пейзаж одного из спальных районов Москвы. Под окнами гремят трамваи, пробираются через мокрый снег автомобили. Через дорогу горит яркая неоновая вывеска магазина «Копеечка». Сейчас через эту дорогу переходит Тимур с сигаретой в зубах. О чем ты думаешь? Мне не выкинуть из головы звонок Ирины Георгиевны. Я думаю о том, куда могла деться Алена. И отметая, стараюсь разумом отмести все варианты, которые меня пугают, вроде того, что Алена попала под машину, Алену увезли в лес в 2 разных чемоданах, Алена попала в обезьянник. И думаю о тех вариантах, которые более легкие, могли бы объяснить это. Я стараюсь вспомнить Алёниных друзей, где они живут, у кого можно взять их телефоны, потому что я предполагаю, что на моем телефоне нету номеров Алёниных друзей. У кого можно достать их телефоны, чтобы им позвонить, если Алены не будет дома. Почему-то я заранее думаю, что Алены нет дома. Эта мысль приходит именно потому, что я складываю простую логическую цепочку. В любом случае, если у нее разрядился бы телефон, и она могла бы добраться до дома, она бы его зарядила. Если бы он у нее пропал, если она может добраться до дома, наверняка она может или позвонить от соседей, или, в общем, как-то оповестить свою старую мать о том, что она жива и все с ней в порядке. Не то, чтобы у Алены была привычка звонить матери и оповещать, что у нее все в порядке, но почему-то сейчас мне кажется абсолютно логично, что дома ее не будет. Но, дойдя до дома, я смогу узнать, куда она отправилась. Мне почему-то кажется, что Алена у кого-то из друзей или на какой-то тусовке. Я почти уверен в этом. Поэтому я не так сильно... Я не напуган. Тимур не боится, а скорее досадует на Алену. С этими мыслями ты сидишь у входной зоны продуктового магазина «Копеечка». Сейчас он пуст, почти безлюден. Изредка слышен негромкий звук разговоров покупателей, шелест упаковок и смешанный со звуками сканирования товаров и постоянным клацаньем кассовых аппаратов. В воздухе витает аромат свежего хлеба и мыльный запах средств для уборки. Кажется, пока ты был в своих мыслях, прошло уже половина рабочего дня. Он здесь тянется невыносимо долго, сегодняшнее не исключение. Твоя задача в магазине всегда очень проста – следить за порядком. Сейчас магазин состоит из 3 частей. Входная зона. За стеклянными дверьми ты видишь замерзшую дворнягу, нерешительно обнюхивающую выходящих покупателей. У самого входа находится твой стол. Недалеко от него кассы. Сейчас как раз тихое время, когда нет наплыва покупателей. За единственной кассой пусто, и лишь у кассы самообслуживания стоит старушка и растерянно смотрящая по сторонам. Рядом стоят несколько автоматов с жвачками, у которых суетится какой-то ребенок. Торговые ряды уходят вглубь, наполненные разнообразными товарами, выставлены на полках, стеллажах. Один из рядов пестрит, ближайший к тебе, яркими упаковками конфет и шоколадок.
Вижу ли я кого-то из кассиров, которые собираются помочь старушке? Ты видишь, что кассирша сейчас отошла к небольшому выставочному стеллажу, который стоит недалеко от касс. Там стоит большой металлический стеллаж, и 40-летняя кассирша Надежда, ты ее знаешь очень хорошо, неспешно выставляет тяжелые, ты такое видишь впервые, 5-килограммовые банки акционной тушенки. Хрупкая, невысокая женщина, ей это явно дается с большим трудом, и она пытается водрузить туда тушенку. Ты знаешь, что управляющий магазина ужасно строг, если не выставляется вовремя акционный товар, поэтому она подойти к кассе сейчас не может. Я направляюсь в ее сторону. Я стараюсь... возможно ли там будет стоять, не выпуская из виду... Да, конечно. Конечно. Вход. Да, верно. Можно. Я подхожу к ней. У нее есть отчество? Все-таки 40-летняя женщина, не хочется к ней обращаться. Надежда? Надежда Сергеевна. Надежда Сергеевна, давайте. Вас там бабка ждет. У кассового обслуживания. Давайте я выставлю. Слушай, да мне еще там надо, мне сейчас на складе принимать. Это хорошо, это ты помоги. Она передает тебе банку тушенки тяжелую и убегает в сторону складов. Я с банкой тушенки оборачиваюсь на старушку, легко закидываю банку на... Да, тебе удается, тут осталось еще 5 банок, их нужно просто выставить. В голову Тимура приходит забавная мысль о том, какую окопную свечу можно сделать из такой банки, как тепло бы она грела, и как не хватало таких вот огромных консервных банок вообще, в принципе, в его жизни. Он удивлен, он первый раз видит такие консервы, 5-литровые, да, прям такая она? Да, большая. Обычно ты знаешь, что в таких бывают иногда корм для животных. Вот. Ну, это, собственно, как корм для животных, эти банки, выглядит, да, оно и выглядит. Ты видишь, что называется она победная. Насколько она выгодна? Тушенка? Ну, имеется в виду, насколько эта акция... Я знаю цену тушенки. Да, это очень дешевая тушенка. Очень дешевая тушенка. Да, очень дешевая. Даже трудно представить, что там за мясо внутри. Я стучу пальцем, как напутствие для этой тушенки, выставляю последнюю банку. Я выставляю их, стучу пальцем по консерве, желая внутренней ей удачи. Бабушка еще стоит там? Да, она еще стоит, когда ты заканчиваешь тушенкой, ты слышишь из глубины торгового зала, слышен громкий смех нескольких молодых людей лет 20. Ты видел, как они заходили, они где-то там в глубине смеются. Ну, ничего, смеяться не запрещено. Настоящий процесс охранника. Смеяться не запрещено. Ничего страшного, думаю я. В принципе, я их взял на примету. Они были в зимних куртках? Да. Ну, если я увижу, что их куртки сильно топорщатся, собственно говоря, поговорим. А пока они просто хохочут, пусть хохочут. Я направляюсь к пожилой женщине, чтобы помочь ей с кассой самообслуживания. Да, ты доходишь до седой старушки в коричневом пальто. Она что-то бормочет себе под нос, так это. И изредка беспомощно тыкает вот этот сенсорный экран. И как только ты подходишь к ней, она так... Добрый день, давайте я вам помогу. Мы не понимаем. Пакет отмените. Не надо, да. Она зависает, если пакет брать. И помидорки не могу. Где вот какие эти? У вас? Вот эти, да. Давайте, не знаю, я вот не сюда. знаю, какие. Я вот подобрала все, которые там видела. Какие там помидорки? Азербайджанские, если вы видно. Видишь, что бабушка набрала разных помидоров совершенно в одну штуку. Она слепая. Бабушка, у вас разные помидоры. Давайте, я иду к пакету, к какой-то стойке с пакетами, отрываю и поглядываю назад на свое место для того, чтобы не пропустить выход этих молодых людей. У них там что-то веселое. Ничего необычного не происходит у меня? Нет. Я тебе скажу, ты же охранник, ты профессионал, ты тут отработал уже 4 месяца. Да, я переживаю, что Павел Антонович с меня спросит, что я тут, значит, на своем рабочем месте фигней страдаю. Нет, Павела Антоновича не бывает. Ты знаешь, что Павел Антонович как бы смотрит все по камерам, но он всегда одобряет твою помощь. Покупателям. Да, конечно. Тогда я слюнявлю маленький пластиковый пакетик и хочу расфасовать большие толстые азербайджанские помидоры от маленьких сливовидных. Ой, спасибо. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ой, помог этими помидорами. У вас там ценники непонятно чего где. Все перепутано.
Вы тогда вы посмотрите, вы прежде чем брать, давайте, я вам пробью. Я пробиваю ей сначала самые дорогие помидоры, показывая ценник. Мгм. Вы по этому ценнику брали? Да. Будете брать? Ты видишь, что она очень глубоко вздыхает. У нее чуть ли не... Она когда видит цену, у нее чуть ли слезы на глаза не наворачиваются. Ну, и она... Ты видишь, что она... Вот у нее там были конфетки в пакете, и она их откладывает. Буду. Да, погодите вы, может вам... Вы смотрите, вы вот эти вот... Я показываю более дешевые помидоры. Вы вот этих вот можете набрать столько же? Оно подешевле выйдет. Я все эти хочу. И те Ничего, вам да, нужно? ничего страшного. Дорогой, ничего страшного. Все, ничего страшного, все возьму. Дорогие конфетки? Конфетки 130 рублей. А сколько у меня зарплата в месяц? 25. Ну, это надо полгода копить. Если у меня 25 рублей в месяц зарплата. Я оставляю ее пробивать. Эти конфетки отношу к соседней кассе и пробиваю ее своей карточкой. Она подходит и начинает как бы все это складывать. Я подхожу и говорю, вы конфеты забыли. Она сразу мгновенно пунцевеет, становится красная очень. Спасибо. За что? Вы же конфеты забыли. Подарок на Новый год старушке. Спасибо. Как тебя звать? Меня Тимур. Тимурчик, дай бог тебе здоровья. И ты видишь, что она радостная, направляется к выходу, затем останавливается и идет вот к твоему столику, там, где доска, вот это вот уголок покупателя. Берет оттуда книгу отзывов, кладет и, поглядывая на тебя, начинает что-то там писать. Я улыбаюсь ей издалека и хочу... Ты видишь, что рядом с ней у выхода из магазина стоит шарообразный автомат по продаже жвачки, в механизме выдачи которого ковыряется 6-летний пацан, взбитый на бок шапки и желтой куртке с рюкзаком на спине. Изредка он отходит от автомата и разочарованно поглядывает на то, что там внутри у него. Ты уже довольно долго, он там видишь, что он его и тряс, и то, и сё, и что-то у него там ничего не выходит. Я подхожу к пацану, кладу руку ему на плечо. Тише, пацан. Я не ворую, я не ворую. Да понятно. Мне монетку съел, он не отдает. Что, не отдает? Да, Бывает, съел ну, такое. монетку. Я подхожу к аппарату. Первое, что я проверяю, я не раз видел детей, которые не докручивали до конца вот этот вот странный механизм, который должен жрать монетки. Я первым толкаю немножко его в плечо, в спину, чтобы он шел вместе со мной. Говорю, не боись, пацан, сейчас разберемся с вором монеток. Я проверяю, Ты действительно докручиваешь, и жвачка выпадает. Оп, ловлю я ее. Он радостно кидает ее в рот и начинает усердно жевать с таким довольным выражением лица, как будто он эту жвачку ждал всю свою жизнь. Лицо расплывается в улыбке, и он довольный. Ты бы лучше яблоко съел. Он видит, что у него глаз блестит, и он тянется еще в карман за еще какую-то монетку, хочет еще купить еще одну жвачку. Ну, если есть монетки, что бы жвачку не купить, думаю я. Спасибо! Ты до конца докручивай, понял? Он кивает. И это... Не шатай тут меня. Я... Оглядываясь да, проверяю пацанов. Ты видишь, что пацаны там что-то ходят и смеются, и через прозрачные автоматические двери магазина ты видишь промерзшую до костей худую дворнягу. Собака сидит у переполненной мусорки и не сводит с тебя глаз, явно прося разрешения пустить ее погреться. Она страшно замерзшая и худая. Кажется, снег покрыл ее всю. Ты это не слышишь, но видишь. Я подхожу к пацану обратно. Говорю, пацан, тебя как звать? А сколько ему лет? Лет 10 или типа 6? Нет, лет 6. Да. Совсем малый, Да. Понятно. Это. Много сладкого не ешь, Петя. Не А буду. то жопа слипнется. Посмеиваюсь я про себя и
Автоматические двери? Да. Я подхожу к автоматическим дверям, выхожу на улицу к собаке и сажусь перед ней. Морозный воздух обдувает твое лицо. Собака, как только ты выходишь, испуганно делает 2 шага назад. Ну чё ты? Я вытягиваю руку вперед, показывая ей, что не опасен. Даю ей понюхать руку. Общение. Один успех. Я чешу ее Она за осторожно ухом. подходит. Ты чувствуешь, что в шее блох, там, конечно, за ухом просто тьма. Много, да? Да, она прям дворняга, но ей очень нравится. Кажется, ее давным-давно никто не проявлял к ней ни тепла, ни ласки. Так, знаешь, как мы с тобой поступим сейчас? Я как бы типа курю, а ты пока прошмыгнешь, погреешься и выйдешь. Добро? Не могу тебя пустить надолго в магазин. Мне голову отвернут. Нельзя в магазин с собакой. Понимаешь меня? Ну, вот так договорились. Иди. Я встаю и хочу... я делаю шаг в сторону двери, чтобы она открылась. Да-да. Она аккуратно, ориентируясь на тебя, проходит внутрь и садится у самого краешка дверей, там, где батарея, прижимается к ней попой, и тихонько, как будто ее здесь нет вообще. Я тоже делаю вид, что я не вижу никакой собаки. Какая собака, ничего не замечал. Достаю. Я всегда, докуривая сигарету или приходя в какое-то место, из портсигара достаю одну и кладу ее за ухо. И сейчас достаю из-за уха сигарету и поджигаю ее. Я раскрываю в 2 щелчка зипа привычным движением. И... Ну, раскрывать я в 1 щелчок, я иду, зажигаю, раскрываю и сжигаю. Поджигаю сигарету. И хочу зайти, открыть телефон и поискать в социальных сетях, когда последний раз Алена была онлайн. 2 дня назад. Везде. Да. Вот это уже меня сильно настораживает, честно говоря. Вот это настораживает меня уже прям плотненько. Потому как не верю я, что такой человек, как Алена, может прожить 2 дня, не заходя вообще ни в какую из соцсетей. Сколько до конца рабочего дня? Ну, еще часик-полтора. Я начинаю нервничать. Именно нервничать даже не от того, что... Не от неизвестности, не от информации, а от желания прямо сейчас начать действовать и невозможности действовать прямо сейчас. У меня начинается легкий тремор. Я, не докуривая сигарету, выбрасываю ее и захожу обратно, садясь за свой стол. Когда ты садишься за стол, ты видишь на столе лежит тяжелый металлический фонарик. Он передается по наследству от одного охранника к другому. И перед тобой лежит кроссворд. В кроссворде осталось одно нерешенное слово. Постоянное существование заразной болезни в какой-либо местности. Эндемия, что ли? Подходит. 7 букв, 3 Д, 6 И. Я Тут вписываю. это слово откуда-то всплывает у тебя в голове. Эндемия. Кажется, это что-то из твоего студенческого прошлого. Откуда-то это взялось в твоей голове. Я так понимаю, сканворд разгадан? Да, ты получаешь вдохновение. Невероятно. Как только ты записываешь слово, ты слышишь, что изнутри магазина доносится совсем уже громкий хохот, становящийся неприличным. Угу. Так, как будто там происходит что-то очень-очень смешное. Я смотрю на собаку. Как она? Она слилась со стеной, греет попу и буквально... Бабушка ушла? В медитацию. Бабушка до сих пор пишет отзыв. Она очень довольна. Я беру фонарик и вальяжными движениями охранника начинаю двигаться вдоль стеллажей в сторону хохотающих. В этот момент ты слышишь уведомление у себя на телефоне. Пришло сообщение. Я открываю его и смотрю. Сообщение от Игоря Седова. Привет, давно не слышались. Как ты? Позвони. Я кладу телефон обратно. В этот момент слышен отдаленный треск электрощитка, а затем громкий хлопок выбивающихся пробок.
Весь магазин погружается мгновенно в темноту. Только слабый тусклый свет от холодильников освещает узкие ряды торгового зала. Внезапно ты чувствуешь, как тебе закладывает уши. Я тут же включаю фонарик. Как только я вижу темноту, я тут же включаю фонарик. Как только ты включаешь фонарик, ты видишь, что вдали торговых рядов темнота сгущается, из нее появляются многочисленные тени. Ты выцепляешь их фонариком, однако как только ты направляешь свет на них, они тут же исчезают, перемещаясь за другой стеллаж. Твое сердце начинает биться быстрее, дыхание учащается, на лбу выступает ледяной пот, а пальцы скрючиваются от напряжения. Ты замечаешь, что вдоль рядов по теням на потолке и двигаются в твою сторону силуэты людей с автоматами в руках. Они словно призраки пробираются в твою сторону, окружая тебя со всех сторон. Я припадаю на одно колено, до боли, до белых костяшек, сжимая в руке фонарик. Я шарю рукой, надеясь найти какую-то бутылку на полке. Ты нащупываешь бутылку вина. Я беру бутылку вина как биту и хочу, развернувшись, переместиться то есть я хочу дойти до конца. Не выпуская призраков из виду, я хочу дойти до конца рядов. У меня скрежещут зубы. Я на ватных ногах собираюсь вылезти, не вылезти даже, а выпорхнуть из-за конца торгового ряда и бутылкой выбить автомат из руки. С каждым твоим шагом тебе становится все страшнее. Ты чувствуешь, что если сейчас ты выпрыгнешь на людей с автоматами, одного, возможно, двух ты сможешь убрать, но третий, стоящий за ним, непременно выпустит в тебя очередь. Тебе придется прикрываться телами тех, кого ты, возможно, успеешь убить, а возможно, не успеешь. Военные идут тихо, бесшумно, словно змеи. Это явно обученные солдаты. Они явно не будут щадить ни тебя, никого в магазине. Ты вспоминаешь про ребенка, вспоминаешь про старушку, понимаешь, что идут они со стороны склада, и, возможно, Надежда уже мертва, возможно, ее уже застрелили. В твоей голове проносится мысль о том, что если ты не слышал звука выстрела, то, возможно, ей перерезали горло боевым ножом, и сейчас ты даже не представляешь, зачем они здесь, зачем эти люди здесь, в этом магазине. Проверка здоровья. Мастер, я хочу потратить вдохновение. Я могу это сделать после того, как увижу неудачный бросок. Да. Знаю ли я сложность, мастер? 3. Серьезно. 0. Я хочу потратить вдохновение. Пожалуйста. Все-таки наличие бабки, которая писала здесь. Да, это 4 успеха. Ты чувствуешь, как ты начинаешь успокаивать себя, и в твоей голове начинает пульсировать одна простая мысль. Никого здесь не было. Здесь никого не было. Эти люди, возможно, их просто не существует. Возможно, это просто тени. Но они сейчас двигаются. И что, если они есть? Ты продолжаешь концентрироваться, здесь тебе потребуется еще одна проверка, если ты хочешь попробовать перебороть это состояние. Я, во-первых, первое, что я делаю, я ставлю обратно бутылку вина. Точнее, не обратно, а просто на пол. Мне плевать, где она стояла до этого. Я ставлю бутылку вина на пол и понимаю, что фонарик выдает меня. Выдает место, где я нахожусь. Но находиться в темноте мне страшно. Поэтому я освещаю фонариком. Я прижимаю фонарик к ладони и освещаю им только стеллаж перед собой. Для того, чтобы успокоиться. Ты видишь перед собой большую пачку хлопьев, на которой какой-то веселый мультяшный персонаж показывает тебе большой палец. А как называются? Хрутки? Хрупики. Хрупики. Mm-hmm. Я смотрю на Хрупика и думаю, какие нахрен? Никаких ССОшников здесь не может быть. Хрупик. Бросок. Да. Никаких. Какие? Откуда? Я стараюсь взывать к аргументам разума. Конечно, все мое тело и все, более того, тело уже приходит в 0 успехов. Я потрачу еще одно вдохновение. Тело уже приходит в напружиненное состояние. 0 успехов. Ты чувствуешь, как
вены на шее начинают пульсировать, температура поднимается, ты не можешь концентрироваться на хрупике, потому что у тебя ощущение, что кто-то шагает по стеклу позади тебя, ботинок. Ты чувствуешь, что людям вполне возможно, что из-за того, что им удалось убить Надежду ножом, сейчас то же самое будет с тобой, и тебе просто перережут горло или воткнут его под ребра сзади. Я тут же моментально разворачиваюсь, стараясь ослепить того, кто сзади меня, фонариком. И... мастер, мне уже срывает клемму или еще нет? Или как еще только ты резко разворачиваешься назад, ты видишь Надежду, которая тянет к тебе руки. Тимур, грабят. Проверку, пожалуйста. Здоровье. 3 успеха. Опиши, как ты успокаиваешься, как тебе удается прийти в себя. Ты подавляешь страх полностью, ты его каким-то образом купируешь. На самом деле я его купирую просто потому, что я вдруг понимаю, что происходит. Из неясных теней, выплывающих из моего прошлого, и из абсолютной беспомощности против действительно врагов, которые пришли меня убивать и которые пришли меня искать сюда, я вижу Надежду, которая жива, и на ней нет кровавых бус на ее горле, и ее слова «Тимур грабят» рождают во мне спокойствие. Я вдруг понимаю ситуацию. Мои ноги перестают быть ватными, а дыхание становится размеренным. Я начинаю звуки. Я начинаю слышать настоящие звуки вместо коротких команд и шлепков пластиковых наколенников о кафель. Что я слышу? Ты чувствуешь возвращающееся спокойствие, разливающееся по всему телу. Это очень приятное чувство. Последний год с участившимися припадками это ощущение сродни ощущению, когда в детстве тебя кормила грудью мама. Вот это ощущение полного спокойствия и безопасности. Ты полностью контролируешь себя и получаешь вдохновение. Затем ты слышишь, как видишь, как внезапно яркий свет освещает торговый зал. Мимо касс в сторону выхода направляются 3 молодых людей. В их сторону бежит кассирша Надежда с криками «Стоять! Стоять!» И в этом моменте мы уйдем на короткий перерыв, после которого вернемся. Оставайтесь с нами. Грядут приключения. Привет. Рада видеть тебя. Надеюсь, что тебе у нас нравится. А если ты захочешь быть еще ближе, просто подпишись на наш Телеграм. Так ты будешь в самом эпицентре наших историй, не пропустишь розыгрыши крутых призов, а также сможешь стать участником наших уникальных игровых активностей. Да и все мы тоже там, так что присоединяйся. Грядут приключения в Телеграм для тех, кто хочет быть ближе. Стоп, снято. Ребят, снято. А? Ого. Каждый месяц для тебя на нашем канале выходит более 10 часов уникального контента. Но если тебе хочется больше, добро пожаловать на наш Бусти! Более 60 бэкстейдж-видео с тайнами нашего закулисья, уникальные игровые материалы, эксклюзивные шоу, доступные только подписчикам, а также готовые приключения, в которые можно сыграть с друзьями. Грядут приключения на Бусти для тех, кому хочется больше. Ну все, носите QR-код, что он без дела занял? Я обожаю качественные и стильные вещи. А если они еще и сделаны своими руками, то это вообще ух, как круто. И именно для тебя мы создали огромное количество мерча. Футболки и носки, кубы и кубницы ручной работы, коллекционные фигурки и много чего другого. Не только посмотреть, но и купить все эти сокровища ты можешь на нашем сайте грядут.ру. Мерч «Грядут приключения» именно для тебя. Какой-то магазин на диване. Грядут приключения – это не только самый большой канал, посвященный авторским игровым шоу, но и дружелюбное и творческое сообщество, в котором любят и создают истории. В нашем Discord-сервере ты можешь стать его частью. Найти новых друзей или
компанию для игры, поделиться творчеством или открыть для себя чье-то, обсудить наши истории с другими зрителями, все это возможно в нашем Discord-сервере. Discord-сервер ведут приключения. Стань частью сообщества. Стоп, снято. Мгм. Слушайте, а у нас будет реклама с рекламой. Это канал «Грядут приключения». Здесь реклама может быть простой и понятной. Здесь реклама может быть смешной и увлекательной. Здесь реклама может быть недорогой и эффективной. Это канал «Грядут приключения». Здесь может быть ваша реклама. Стоп, снято. Обожаю свою работу. Итак, ты стоишь посреди торгового зала, видишь, как мимо касс идут трое людей, в их сторону бежит кассирша Надежда. Я иду в их сторону, окликиваю их. Это молодые парни? Да, это молодые парни, им лет по 20. Они одеты в спортивную одежду, в старые кожаные куртки, выцветшие джинсы, под которыми надета спортивная одежда. Выглядят весьма маргинально. Судя по лицам, много пьют, курят, спортом занимаются мало. Среди них есть самый такой покрупнее, явный заводила. Рядом с ним низенький и худой. Надя окликает их также у касс, и они замедляются там, оборачиваясь на нее. Да чё мы, у нас ничего. Что вы кричите на меня? Чё вы на меня кричите? Он оборачивается на Надежду, начинает на нее буквально наступать. Она делает 2 шага. Я видела, у вас под курткой. Слышь, ты мне под куртку-то не лезь. Сейчас полицию вызову и все. Я двигаюсь к ним, вставая между ними и выходом. Молодые люди, не надо на тетю Надю ругаться. Так, а ты кто? А я охранник. Ты видишь, что низкий, маленький, нервно мотающий руками, на нем не по размеру длинная куртка, посередине лба широкая недовольная морщина. Слушай, ты охранник? Так и охраняй. Чего вы к нам-то пристали? Мы уже уходим. Выбирали, ничего не выбрали. Курточку-то расстегните, пожалуйста. Чего это я должен? Уважаемый, я вам ничего не должен. Ни курточку, что еще расстегнуть? Шириночку может расстегнуть. Они все втроем заливаются страшным хохотом. Я смотрю на собаку. Собака сидит у батареи. Я хлопаю по ноге, подзывая ее к ноге. Она недоверчиво. Ты видишь, что она не хочет. То есть ей страшно проходить внутрь. То есть ты помнишь, что она, кажется, запомнила все условия, на которые вы договорились, весьма подробно. Ребятки, давайте мы усложнять ситуацию не будем. Так вот не усложняйте, все, мы Курточку уходим, откроем. ребят. Не, погодите, мы не уходим. У нас есть кассир, который увидела, как вы что-то кладете. Мы эту информацию проверим. А если там ничего нет, я у вас лично извинюсь, прошу прощения. И вы спокойно покинете это помещение. Господа. Слушай, что тебе надо? Я тебе сразу говорю. Я ничего показывать не буду, открывать тоже не буду. Хотите, смотрите по камерам, там, что хотите. Ну, вам придется ждать, пока мы по камерам посмотрим. Ты знаешь, что камеры не работают. Понимаю. Сломаны, да. Я вообще хочу изучить их поведение. Угу. Как вообще они выглядят. Я тяну время для того, чтобы понять. С тобой разговаривает вот главный лидер среди них. Это вот этот низенький. Я понял это. Да. Это уже понятно. Да. Рядом с ним крупный. И он действительно крупный. У него густые черные усы. На нем старая куртка, на лацкане которой висит поврежденное золотистое какое-то украшение. И третий за ними худощавый, с длинными сальными волосами, надетыми под шапку-ушанку, то есть торчащими из-под шапки-ушанки, вся куртка в какой-то краске или грязи. Когда он смеется, ты слышишь, что у него голос, как у 90-летнего старика. А сам он при этом молодой. А как ведут себя их тела? Я это хочу изучить. Изучение. Это 3 успеха.
Ты, пока ты с ними разговариваешь, ты приглядываешься к их, к тому, как они себя ведут, к тому, как выглядят их глаза, как двигаются руки, голоса, и ты четко по красным белкам глаз и по немножко рассеянному взгляду, особенно крупного, понимаешь, что они накуренные, все втроем. Они немножко, чуть-чуть замедленные, и если ты будешь двигаться резко, ты без труда сможешь их раскидать всех троих. Эта информация даст тебе преимущество, если захочешь с ними драться. Супер. Вообще меня интересует, держит ли тот, на которого указывала Надежда, держит ли он руки в карманах так, как будто он поддерживает что-то внутри куртки. Она у него застегнута? Крупный? На кого она говорит? Вот положил, на крупного, да. У него четко вот тут вот, он двумя руками поддерживает, но он сам по себе, на нем действительно большая куртка, и сам по себе он, то есть, так вот со стороны не видно, но в принципе понятно, что да. Братва, давайте без лишних разговоров. Открываем куртку, выкладываем то, что мы слямзили, или пробиваем, покупаем и уходим. Общение. Сложность 4. А мне 1. Слушай, давай, дядька, кто ты там вообще такой? Тебе тут что, мало платят? Давай я тебе дам 500 рублей, и ты отъебешься просто. Вот. Он засовывает руку в карман. Ты видишь, что в том, что он делает, он явно договориться не хочет, он угорает над тобой. Он явно, поглядывая на своих, хочет показать, продемонстрировать им, что он сейчас легко тебя заткнет. Ну, деньги тебе надо, на, держи. Он кидает в тебя 500 рублей. Все, начинает уходить. Я стою между ним, и он хочет меня обойти. Ты видишь, что он уходит, начинает уходить, но пока что еще не так уверенно. Стоять. Общение. Три успеха. Этого недостаточно. Видишь, что он разворачивается к тебе. Лежать, ёпта! Пошел нахуй! Пам! С локтя ему прилетает в челюсть. Пожалуйста, сражение! Как только Тимур слышит вожделенное «пошел нахуй», то, что не давало ему... Тот повод, который ему был необходим, я собираюсь двигаться спиной, открывая двери, для того, чтобы, не дай бог, здесь ничего не покрушить их телами. 0 успехов. Я хочу все-таки начать с хорошего удара. Подожди, ты так, я тебе... То, что он... есть преимущество, да? Есть преимущество, так у тебя. 1 успех. По низкому, да? Да. Ты берешь и сходу с кулака... Опиши свой удар. Не с кулака, с локтя. С Я локтя. стою, у меня в одной руке фонарик, и я понимаю, что проходит мимо меня, Да. потому что я стоял все верно. перед дверями. Я просто хочу, уперев руку сюда в кулак, я с локтя прописываю ему в челюсть. Он абсолютно не ожидал твоего удара, и ты видишь, как он растерянно делает 2 шага назад, поскальзывается и падает задницей в стоящие недалеко от выхода корзинки, ломая попой одну из них. В этот момент ты видишь, что худой начинает чуть-чуть пятиться, и как только он пятится к дверям, собака у выхода начинает лаять на него, не давая ему выйти. Она забаррикадировала выход. Мальчик выбегает мгновенно, испуганно на улицу. Бабка здесь тоже? Бабка здесь. Ты видишь, что она растеряна, с книгой отзывов в руках, стоит. Крупный. Ты видишь, что крупный ставит бутылки на пол. Он прям открывает бутылку. У него там 2 бутылки дорогущего алкоголя. По 4500 за бутылку. Он ставит их на пол. Были под курткой, да? Да, под курткой. Только он это делает, Да. я чуть-чуть склоняю голову на бок с посылом. Ну, что ты сделаешь, а? Ты видишь, что он в себе абсолютно уверен, и видишь, как на его правой руке мелькает металлический кастет. Он делает шаг вперед и замахивается, намереваясь тебя ударить. Сражение. Как только он замахивается, намереваясь меня ударить, ноги мои начинают пружинно двигаться. С преимуществом. Да, естественно, я просто пытаюсь на несколько успехов. 2 успеха.
Этого достаточно. Опиши, как ты уклоняешься и наносишь контратаку. На самом деле он двигается слишком медленно, он пытается ударить меня широким замахом, кастетом. Мне не составляет труда просто переместиться у него, как на тренировках по боксу, просто переместиться под рукой и, перехватив руку за запястье, в локоть со всей силы ударить, как дубинкой, фонариком. Ты бьешь его по локтю, слышишь, как он стонет от боли, а затем вырывается. Прямо в этот момент сзади тебя стоящий с бутылкой, схвативший бутылку с пола, худой паренек хочет разбить тебе ее об голову. Сражение. Я хочу, мастер, если будет возможность, если я выкину все нормально, я хочу не провести контратаку, а спасти бутылку. Пожалуйста, хорошо. 4 успеха. 4 успеха. Описывай. Я перехватываю его руку и, ударив его в локоть так, чтобы сделать переразгиб локтя, вынимаю бутылку из рук и ставлю ее на стол на свой. Нет, это ее бабки. Подержите, пожалуйста. Ты видишь, что бабушка очень бережно, аккуратно. Она, ты видишь, она аккуратно ставит бутылку на стол и тянется руками к той, которая еще одна стоит на полу. Явно понимаешь, что нужно как-то помочь. Ты видишь, она начинает мимо, то есть вокруг начинается буча, эти начинают драться, наступать на тебя. Бабка между них аккуратно идет только чтобы спасти бутылку. Она понимает, что тебе может попасть за это. Твой ход. У меня в руке по-прежнему рука того парня низенький меня бил, да? Сейчас с бутылкой? Да. Худой. В шапке. Да. Вот, отлично. Я хочу швырнуть худого через бедро, так, чтобы... Тот еще лежит или встал уже? Какой? Которого я ударил локтем. Он отошел просто, да? Он встал упал, и да. явно намеревается драться с тобой. Я хочу бросить через бедро в них. Ну, в него. Пожалуйста. Худого, да? Худого в него, да. Давай. 2 успеха. Описывай. Кому урон нанесется? Низкому или худому? Низкому. Хорошо, давай. Он только привстает из вот этих вот... Я, отдав бутылку, тут же хватаю за воротник худого и, поставив ногу у него за опорной ногой, резким это даже в каком-то смысле доставляет мне удовольствие, потому что мышцы снова наполняются тем тонусом, про который я давным-давно позабыл. С резким... Он вылетает и сшибает только что вставшего низкого вот этого главаря противного. Он встает с... Как они называются? Вот эти? Корзинки. Со сломанных корзинок и мгновенно нахрен улетает обратно туда, на спину падая. Он щурится от боли. В этот момент крупный замахивается на тебя. Сражение. Как только крупный на меня замахивается, я понимаю, что он стоит где-то слева от меня, да? Да. Как только крупный на меня замахивается, я понимаю, что, скорее всего, увернуться прямо от удара мне не удастся, поэтому собираюсь встретить удар блоком, руками. 4 успеха. Описывай. Можешь контратаковать сразу. Я собираюсь... то есть, это происходит забавная для меня забавная история. Мозг мой уже разогнался и анализирует информацию быстрее, чем она случается. Я вижу кулак, выставляю руку, но понимаю, что кулак... толстый двигается очень медленно, и мне хватает времени не только, чтобы выставить локоть, но и для того, чтобы перехватить его руку и зажать его в захват. Угу, есть. В этот момент худой, приподнимаясь, пытается прыгнуть тебе в ноги, чтобы сбить тебя с ног. Сражение. Я, видя, что худой пытается прыгнуть мне в ноги, собираюсь встретить его коленом в ебальник. Возможно, это опрометчивое решение, думаю я. Но 2 успеха. Описывай. Он бросается мне в ноги не раз и не два. Встречал я различных борцов, которые пытались провернуть со мной этот прием. Я делаю, наоборот, шаг к нему навстречу для того, чтобы сблизить дистанцию и резким выпадом... Какие у меня черные штаны, да? Охранниковские? Да, или да. синие? Черные. Я резким выпадом ноги в черных штанах, локтем, коленом врезаюсь ему в... Подбородок. Да.
подбородок вылетает вверх, шапка летит через весь магазин и падает четко собаке на голову. Приземляется. Собака, радостно завоевав трофей, подходит к упавшему вору и победно ставит лапу ему на грудь. Он без сознания. Низкий бросается, хочет кинуть в тебя одним из... Как называется-то? Корзинки. Корзинку. Он бросает в тебя корзинку сражения. Бросать меня в корзинку? Да. Бросает корзинку в тебя. Я удивлен. Я не уверен, что пластиковая корзинка может нанести мне большой урон. У меня 2 успеха. Собственно говоря, она просто стукается об меня. Я встречаю ее плечом, слегка закрыв горло. Это единственное, куда она может попасть и где может быть больно. Я закрываю горло, она падает мне в плечо, и я смотрю на него. Вы поднимаете и пиздуйте отсюда. Крупный наваливается в этот момент на тебя с криками. Он явно недоволен тем, что происходит сражение. Он меня выбесил. Вот сейчас он меня действительно выбесил. И я не собираюсь его вообще жалеть. 4 успеха. А как только он наваливается, я чувствую неприятный запах капусты изо рта. И вот это меня прям раздражает сильно. Я дважды мощно бью ему в кадык кулаком. Вот так прям. Ты слышишь ужасно прокуренный голос, и явно последние 4 года курения, в том числе запрещенных веществ, не пошли ему на пользу. Он отхаркивается и начинает задыхаться, осаживаясь на пол. Низкий, приподнимаясь, начинает ползти в сторону магазина, в сторону выхода из магазина. В этот момент собака... Можно. Лает на... Ему можно. Она тебя не понимает, да. Ты видишь, что бабушка аккуратно спасает еще одну бутылку и ставит ее к той, которая уже была здесь. В этот момент открываются раздвижные двери магазина, и в магазин вбегает мальчик с 3 жвачками во рту. Вот эти! И 2 взрослых, явно, которые случайно были позваны им с улицы, видят пытающегося выползти из магазина низкого вора, хватает его за шкирняк и поднимают. С этими у вас тут проблемы? Я по-прежнему держусь, да, вот этого Да, за руку? Да, он задыхается. Да, проблем-то уже нет никаких, да, пацаны? Нет же проблем? Нет, И не будет проблем с вами, да, пацаны? Нет, не будет. Извинитесь перед Надеждой. Я забыл, как ее зовут. Надежда Сергеевна. Сергеевна. Извините перед Надеждой Маленькая, Сергеевной. хрупкая Надежда Сергеевна стоит между 2 касс самообслуживания. Да не надо. Ей не надо, а мне надо. Простите. Извините. Идите отсюда. Мужики, спасибо, что... Я обращаюсь к тем, кто прибежали. Мужики, спасибо, что зашли. Мы уже разобрались. Парни лишнего хотели... В общем, как всегда. Ты знаешь, что в таких случаях обычно нужно Их вызывать... фотографируют, Да, да. фотографируют, вызывать полицию. Ты этого не делаешь. Я этого не делаю, потому что меня не до... Алкоголь спасен, ничего не разбили вроде бы, кроме пластиковых корзиночек. Я понимаю, что, в принципе, можно съехать. Я совершенно не хочу сейчас связаться с ментами и... Воры Мне радостно калёно нужно. убегают. Мужики осматриваются, подходят к тебе. Ну это, если надо, мы тут рядом тачку чиним. Да, если спасибо. что, зовите. Спасибо, мужики. Да. Давай. Давайте. Сигарету хотите? Да не надо. Спасибо. Купим. Ну, в общем, давайте. Они выходят. Мальчик в восторге смотрит на все вокруг и, подходя к тебе, говорит: ну, просто Дольф Лундгрен какой-то. Ничего себе, ты старые фильмы смотришь. Ну ладно. У меня так папа говорит. Дольф Лундгрен. Я не знаю, кто это. Папа так Не говорит. надо. Плохой артист. Вроде бы. Не знаю, не разбираюсь. Че, пацан, понравилось? Круто. Ну вот меньше жвачек жуй, больше яблочек ешь.
Ты оставляешь его в задумчивости о собственной судьбе. Я беру бутылки с алкоголем, отдаю их Надежде, посмеиваясь над тем, что явно не соответствующий статусу гопников алкоголь. Видишь, она берет бутылку и аккуратно, уходя, ты чувствуешь ее ласковую руку между твоих лопаток, она поглаживает тебя, явно говоря спасибо, она ничего не говорит, я очень напугана. Это меня пугает. На секунду это возвращает мне воспоминания картины теней, идущих по потолку, и моменты, когда мне представилось, как она лежит с перерезанным горлом. Я, сдерживая себя, снова выхожу на улицу, чтобы покурить. К тому моменту, Глажу как собаку. Собака невероятно радостная, она чувствует себя частью большого приключения, на ней действительно шапка. И она как-то так прицепилась на ее голову, и, кажется, теперь ей будет гораздо теплее, да? путешествовать по Москве. Я ей ушки под шапку надеваю. Да, она очень благодарна и радостно виляет хвостом. Пес, только недавно оказавшийся уличным, сейчас уже кажется каким-то родным и близким. Ну что, защитник? Как тебя звать будут? Он ложится рядом с тобой и кладет голову на ногу тебе. Ну, будешь шапка, значит. Я закуриваю, стараясь последние секунды насладиться тем напряжением в мышцах и адреналином, который выбросился в кровь. Сейчас он схлынывает уже постепенно. Я знаю этот процесс, я могу им... не то чтобы управлять, но я могу успокоиться при приливе большого адреналина и рассуждать логически. Но сейчас я, наоборот, отдаю себя на волю пробудившимся инстинктам и посмеиваюсь над тем, что до сих пор еще не растерял навыка. Хотя и не чувствую особенно... я не чувствую себя героем, и не чувствую особенной победы, понимая, конечно, что у этих трех Боровов не было особо шансов-то. Ну, как бы, они были слишком медленные и слишком накуренные. Возможно, если бы они были в трезвом состоянии, они бы и могли как-то меня задеть, но не... Мне даже немного неловко за последние 2 удара в горло, потому что я понимаю, что приложение... Поддайся ярости чуть-чуть сильнее, я мог бы убить человека. Эти мысли сопровождают тебя весь остаток рабочего дня, после чего ты садишься на метро и едешь несколько станций до дома Алены. Скажи, я просто хочу уточнить, у тебя вот шапка, собака, ты просто так ее назвал, как бы ты не станешь с ней ничего делать? Не стал брать ее с собой? Или... Нет, я не стал брать с собой собаку, потому что отказываюсь брать ответственность за живое существо. Принято. Все время, пока ты едешь в метро, ты думаешь, эта мысль крутит у тебя в голове, что ты мог бы и убить его. Не отпускает неприятное чувство тревоги. Аленина квартира находится в современном доме в тихом зеленом районе Москвы. Высокие потолки, большие окна, множество светильников. Это то, как ты ее помнишь. Ты поднимаешься на 11 этаж. Дверь такая же, какая была. Ручка такая же, какая была. Замочная скважина такая же, какая и была. Преддверный коврик, как обычно, чист и разрисован большим разноцветным знаком мира. Я принюхиваюсь. Подъезд как-то изменился? Его ремонтировали? Или, может быть, наоборот, появились какие-то новые надписи? Раньше были надписи, сейчас они закрашены свежей бирюзовой краской. Я слегка грущу от этого. Буквально немного. Там есть пара надписей, которые делал я сам когда-то, будучи еще совсем молодым человеком.
А, Хотя, с другой стороны, наверное, это и правильно. Думает Тимур. И я пробую на всякий случай, чувствую себя немного героем американского фильма. Я пробую ручку, не открыта ли дверь. Ты берешься за ручку, несколько раз нажимаешь на нее, дверь закрыта. Я звоню в звонок. Привычный тебе звук щебетания птиц. Да. Именно он. Минута, другая, Я прислушиваюсь. Нет ли шагов? абсолютная тишина. Как я и думал, скорее всего, Алены дома нет, и я В застываю. этот момент ты получаешь смс-сообщение. Я вспоминаю, что я должен был позвонить Седому. Я открываю, я вспоминаю до телефона, Да. при звуке приходящего сообщения. Открываю телефон. Там сообщение от управляющего магазином. Надя мне все рассказала. Ты, конечно, поступил как мужик, но я тебя предупреждал, что драки недопустимы. Если бы ты хотя бы вызвал полицию, можно было бы о чем-то говорить. Прости, Тимур, придется искать новую работу. Да пошел ты нахуй, говорю я в телефон. Думаю о том, что надо было разбить об голову бутылку одному из парней. Не надо было так спасать Ты бутылку. знаешь, что в этом случае вычли бы из Надежды. Ты, Ну на самом да. деле, ты спас зарплату Надежды. Нади, да. Ну, думаю, я... Единственное, жалко шапку. Надо будет сказать Надежде, чтобы она ее не прогоняла. Не до этого мне сейчас. Я по привычке, по своей старой привычке, я удаляю сообщения. Мгм. Вообще, большая часть сообщений не хранится на моем телефоне. Очень редко какие-то важные смс или сообщения остаются, но по армейской привычке я удаляю сразу же по прочтении сообщения, для Мгм. того, чтобы ничего не оставалось в телефоне. И кому бы не попал мой телефон, установить, очень сложно что-то по нему понять. Мгм. Понятно. Я снова возвращаюсь к моральной дилемме, заходить мне в квартиру или нет. Алены там нет. И, в принципе, вселенная намекает мне, что стоит бы позвать ментов. И хотя бы им позвонить и сказать, что, с другой стороны, ключ у меня есть, и это не будет вторжением, я не... Ее все равно нет дома, вряд ли я ее смущу. Или... В этот момент тебе вспоминается ваш короткий разговор, когда вы расставались, и ты, одна из последних ваших разговоров, ты небрежно бросил, нужно ли тебе отдать ей ключи? И она сказала нет, вполне ответственно. После этого я вспоминаю еще разговор с Ириной Георгиевной и думаю, что я немножко злюсь на Алену за то, что она куда-то пропала, и мама ее волнуется. И вот эта злость позволяет мне, я думаю, сама, виновата, если ты там трусов наставляла своих грязных. Сама будешь потом, переживать. Я открываю квартиру и захожу. Как только ты открываешь квартиру, первое, что тебя встречает, это запах. В прихожей стоит привычный запах яблони и мака, духов Алены. Этот сладковато-приторный запах пьянит, и мгновенно ты будто бы падаешь в бочку с воспоминаниями. Темно. Однако сразу же твое внимание приковывается к полу. Я не позволяю оставаться себе в темноте. Мгм. То есть я не захожу Угу. в квартиру, а я открываю сначала дверь, чтобы Мгм. свет из подъезда попал в коридор. Да. Затем захожу и включаю свет. Только после этого я закрываю дверь. Я не остаюсь в темноте. Обычно аккуратно повешенная одежда и сумка Алены скинуты на пол, карманы вывернуты. На полу от входной двери вглубь квартиры тянется несколько линий одинаковых грязных следов. Из глубины квартиры доносится... Ботинок? Да. Из глубины квартиры доносится тихий потрескивающий звук крутящейся пластинки в проигрывателе. Напротив тебя приоткрытая дверь в ванну.
Осматривая одежду и сумки, ты понимаешь, что это свидетельство быстрых сборов и поиска чего-то в карманах одежды и сумок. Следы принадлежат какой обуви? Аленины туфли. Однако, изучая их, ты сразу же понимаешь, что им уже несколько дней. Следам. Да, обычно Алена не ходит в уличной обуви по квартире. Что-то забыла. В квартире есть прихожая, ванна, кухня, спальня, соединенная с лоджией, и еще одна комната. Ты не знаешь, как она выглядит сейчас. Я прислушиваюсь. Кроме этого звука пластинки, я что-то еще слышу? Нет. Я начинаю двигаться. Есть ли здесь ложка? Да. Я беру ее как оружие. На всякий случай. Угу. И начинаю двигаться в сторону кухни. Вообще по следам. Я начинаю двигаться по следам. Они ведут в Они спальню. повсюду. Они повсюду. По всем комнатам. Прямо да. собирался, человек собирался, Да, да? да. Я восстанавливаю картину происходящего. Алена пришла с улицы, что-то резко собрала, забрала какой-то предмет, который она давно искала, и ушла, закрыв дверь. У нас дверь захлопывается или нужно ключом запирать? Ключом забирать. Значит, она понимала и закрывала дверь. Я иду сначала на кухню. Приближаясь к кухне по коридору, ты чувствуешь приятный аромат сотен сортов кофе, которые Алена коллекционирует. Заходя внутрь, ты видишь разнообразные фильтры, турки, аккуратно разложенные на кухонной столешнице. Посреди кухни накрытый стол. На стене висит старая гитара, которую ты не раз брал в руки. В углу кошачья когтеточка и оранжевая миска. А кот где? Кота нету. На полу стоят миски с подписью «Батоня». Ты знаешь этого кота? Конечно. Кошачья еда в них не тронута, уже несколько дней заветрилась. Это очень странно. Она забрала кота. Куда она могла так спешить? Включая здесь свет, ты сразу же замечаешь, что на столе стоят прогоревшие свечи в подсвечник. 2 бокала с остатками шампанского и красивая посуда, которую Алена достает только по особым случаям. Вся кухня украшена по-новогоднему. Тут же на столе лежит небольшая коробочка из-под сережек и открытка с надписью. Переворачиваю. Что за открытка? «С Новым годом! С любовью от Миши». Я знаю Мишу? Нет, никаких Миш ты не знаешь. Судя по убранству на столе, здесь... Я понял, было свидание. Либо праздновали Новый год, либо что-то. Вообще вся кухня достаточно ярко украшена гирляндой, которая сейчас выключена. Легкий укол ревности пробивается сквозь тревогу. И первая мысль, которая приходит в голову Тимуру, первое желание, которое хочется сделать, это бросить открытку на стол и оставить Алену вместе с ее ёбарем разбираться самим. Но потом все-таки следы и отсутствие кота, и столь спешные сборы снова рождают тревогу. Открытка. А что нарисовано на открытке? Мишка плюшевый с сердечком в руках. Странная открытка. Ты такие вещи всегда презирал, но в Алёнином стиле. С Новым годом. Это похоже на подарочную открытку или открытку, которую послали откуда-то? На подарочную. Подарочную. Просто как бы, которая лежала в подарке, условно говоря. Да, она явно была к сережкам. Все, я понял. Еда, да, похожа на новогоднюю, то есть дней 10 ей. Да, настолько заветривающийся салат, прям прокисший. Да, не 2 дня. Не 2 дня, дней 10. Справа от тебя ровный ряд Это- баночек с кофе. Каждая аккуратно подписана Алёниной рукой. Ты видишь, что с твоего последнего прихода здесь прибавилось баночек 10. А на другой стороне старая твоя потертая гитара. Я иду в спальню. Тимур, вспоминает, что Алена же была аккуратисткой, она чистоплотная. Очень. Очень. А значит, оставленные и прогнившие салаты — свидетельство того, что собиралась она в большой спешке, и что-то сильно ее подталкивало к тому, чтобы торопиться.
Ты заходишь в спальню. На широкой кровати разбросана одежда. Из приоткрытого шкафа-купе виднеется кружевной лифчик. Рядом с кроватью стоит проигрыватель для винила. Он и издает звук, который ты слышал из коридора. Не люблю этот звук, он напоминает мне звуки помех, поэтому я включаю. На стене висит большой формикарий. Ты его раньше не видел. Это плоская муравьиная ферма в виде красивого панно. Она на стене прямо напротив кровати, рядом с выходом на лоджию. Выглядит жутковато, потому что это вот такая вот огромная штуковина, по которой носятся муравьи. Они прям там живут. Это вполне в духе Алены, но вешать такое напротив кровати – самая странная идея, которая могла, на твой взгляд, прийти кому-то в голову. Это красивый застекленный террариум с колонией муравьев. Они растаскивают зерна по тоннелям. В углу выгравировано название «Рыжие лесные муравьи». Пиздец. Я смотрю на кровать в поисках муравьев там. Нет, там муравьев не видно. Я в это не верю. Блядь, да явно же они вылезают и бегают по всей квартире. Если здесь чемодан, я открываю шкаф-купе. Я знаю, где обычно у нас стояли чемоданы. Я проверяю, если чемоданы на месте. нету. Чемодана в шкафу нет. сильный Всё беспорядок. понятно. На удивление, ни одно из разноцветных Алёниных платьев не взято. Они тут вот полная радуга. А зимняя одежда? Куртки нет зимней. Внимание, пожалуйста. Один успел. Это все, что ты замечаешь, находишь в шкафу. Зимней куртки нет, да? Я хочу проверить лыжную куртку. Она здесь. Она здесь. Угу. Постель Вещей заправлена? взято немного. Постель заправлена? Нет. Да. Это Явно больно колет. В постели что-то искали. Но она не... Но, в принципе, можно подумать, да, и о разном. Это укалывает Тимура, но не отвлекает, я скажу так. Он относительно недавно свыкся с мыслью о том, что у Алены может быть какая-то личная жизнь, и решение не быть с Аленой все-таки было осознанным для Тимура. Поэтому он подавляет в себе естественные зачатки мужской ревности и досады от того, что кто-то получает доступ к Алениному телу. В этот момент твой взгляд цепляется за приоткрытую дверь на лоджию, которая утопает в зелени. Горшки там подвешены к потолку, расставлены на всех поверхностях, и ты видишь, что у каждого растения висит бирочка с именем. На подоконнике стоит лейка. Также ты замечаешь, что одни из цветов, которые стоят на подоконнике с ближней стороны, не с лоджии, а с ближней стороны, отдельно выделены большими этикетками с именами. У маленького кактуса, такого вот, сухого, написано «Тимурчик». Рядом стоит неизвестное тебе растение с большими красными бутонами, и на нем написано «Мишенька». Кактусик выглядит больше этого растения. А? Нет, меньше. Да, растение вот такое, кактусик вот такой прям. Понятненько. Я на самом деле посмеиваюсь, оценивая юмор Алены. И мне нечего искать на лоджии. Прости, мастер. Мне нечего искать на лоджии. Я иду к комнате, к ванной. Я иду в ванну и хочу проверить наличие зубных щеток. Чем ближе ты подходишь к ванной, тем сильнее у тебя начинает биться сердце. Потому что я близко к той комнате, к самой. Не только поэтому. Ты предпочитаешь не думать об этом. Любые мысли, которые приходят в твою голову, ты отгоняешь. Приоткрывая дверь в ванную, ты видишь шкафчики в ванной, набиты до краев шампунями, кондиционерами, восстановителями, масками для волос, оттеночными бальзамами для ухода за окрашенными волосами. Все эти средства аккуратно расставлены так, словно каждая бутылочка и тюбик нашли свое место. Здесь все, как ты помнишь,
было всегда. Ты смотришь внутрь ванной и даже не включаешь свет. Тебе становится тяжело дышать. Ты на автомате закрываешь дверь. Я некоторое время трачу на то, чтобы восстановить дыхание. Медленно вдыхаю и выдыхаю. Затем включаю... Она включается свет внутри? Ладно, снаружи. Я включаю сначала свет. Блять. Тимур. Просто зашел, посмотрел, вышел. Все. Просто проверил. Ничего больше не надо. Да? Да. Готов? Погнали. Общение. Первую жизнь кидаем на общение сам с собой. А знаешь что? Это, наверное, здоровье будет. 3 успеха. Тебе удается успокоиться. Вообще, на самом деле, успокаивает меня вид собственного ботинка. Носка. Я разулся. Мгм. Вид собственного носка и дырка на нем. Я... Так, блядь. Я открываю дверь, не заходя. Осматриваю ванну. Все ли там в порядке? На самом деле, кроме этого, Чистота, благоухание. не Будто лежат бы- ли раскиданные... Нет, главное, запах будто из райского сада. Все чисто, ровно, аккуратно. Отсюда ничего не брали. Я закрываю ванну тут же. И подхожу к той самой комнате. Да, дверь в нее приоткрыта. Ты сразу же замечаешь, что комната выглядит иначе, чем ты ее помнишь. И это радует. Потому что последнее, что бы хотел видеть, это эту комнату. Приоткрывая ее, ты попадаешь в кабинет Алены. Здесь царит стерильность. Около книжного шкафа на большом рабочем столе стоит компьютер, окруженный исписанными бумагами и открытая толстая книга. Слева от рабочего места принтер, справа мини-лаборатория с микроскопом и чашками Петри с какими-то микроорганизмами. Под столом неприметная мусорка для бумаг. Я подхожу к мусорке для бумаг. Там есть бумаги? В мусорке много разных бумаг, но один скомканный листок, лежащий рядом с ведром, привлекает твое внимание. Я его рассматриваю. Там распечатанные поверх черновика научной работы авиабилеты из Москвы в Пермь. Судя по датам, Алена уехала 6 дней назад. Улетела. Но ее не было в сети 2 дня назад. Ага. В Пермь. Знаю ли я что-то про дела Алены в Перми? Ничего. Более того, Алена никогда в жизни не была фанаткой провинциальной части России. Она любила путешествовать по разным странам. Из России она любила Москву за некую прогрессивность, чистоту. А чтобы в Пермь потащиться, причем ее очень много раз звали и работать, потому что она очень крутой профессионал. Но она никогда не соглашалась. Угу. Что ж тебя в Пермь-то понесло, подруга, дней моих суровых? Есть книжный шкаф, мини-лаборатория, компьютер. Я хочу... А компьютер включен? Да. Я хочу вывести его из режима гибернации. Экран загорается, и вместо рабочего экрана на нем появляется иконка с муравьем и просьба ввести пароль. У него есть подсказка для пароля. Какая? Quid latine dictum sit altum videtur. Написано на английском языке. Может, на латыни все-таки? На латыни, но английскими Ну, буквами на латыни. Да, да. Латинским. Да, латинскими буквами. Ты можешь попробовать вспомнить. Я пытаюсь вспомнить первый курс или какой, где я учил латынь. Это трудно. 0 успехов. Ничего в голову не приходит. А ты что кидаешь? Это изучение. Ой, плюс 1 кубик. 0 успехов. Я на самом деле пытаюсь вспомнить, затем
Я встаю слегка разозлившись на себя. Чего я лезу? Уехала и уехала в Пермь, так в Пермь. Блять, я иду к книжному шкафу в поисках латинского словаря. В книжном шкафу полно медицинских справочников и специализированной литературы по эпидемиологии, которым обычно могут понадобиться Алене по работе. Одну из полок занимают книжки, связанные с ее хобби энтомологией. Есть ли словарь как бы русско-латинский? Или учебник по латыни? Нет, учебника по латыни нет. Чё я туплю? Прости, мастер. Я открываю телефон и в браузере перевожу это на русский. Получаешь вдохновение? Я забыл, что это игра, в которой у меня есть телефон. Просто долго грузится, я очень не люблю этот процесс. Ты вводишь эти буквы, и переводчик выдает тебе известную латинскую фразу, на самом деле лжелатинскую. Перевод звучит так. Все, что сказано на латыни, звучит как мудрость. Все, что сказано на латыни, звучит как мудрость. Это подсказка, да? Я вбиваю это по-русски. Нет. Ну, слишком длинный пароль, да? Беп-беп. Бебеп. Вот это вот брынь. Нет. Нет, это вообще слишком длинный пароль. Все, что... Я иду... Я иду к Тут муравьям. большой рабочий стол, тут лежат черновики научной работы, справочники. Вот, да. Мини-лаборатория. Я иду к муравьям. Угу. И хочу сфотографировать их название. Рыжие лесные муравьи. Тут даже фотографировать не надо. Вот. После этого я хочу их перевести на латынь. Как звучат на латыни рыжие лесные муравьи? Ну, как-то звучат, да? Не звучат, да. Ты смотришь в поисковике, проводишь несколько ссылок и находишь действительно название Формика руфа. Я вбиваю это в компьютер. Компьютер разблокирован. Я... Сколько радости. А? Сколько радости. Я оборачиваюсь в сторону окна и сам про себя шучу о том, что Пентагон не за горами. После чего изменилась ли картинка на рабочем столе? Да, изменилось. Там на рабочем столе ты видишь большие тропические джунгли, из которых открывается вид на море, и там стоит шезлонг на море, и какая-то женщина лежит на нем. Это не Алена, явно картинка из интернета, но Алена явно... Ассоциирует себя с ней, да. Явно это то, о чем она давно хочет. Я Ты знаешь, что она очень большая работяга и часто корит себя за то, что не отдыхает, и все время как бы мечтает об отпуске. Я открываю браузер. Ты открываешь браузер. Помимо браузера на компьютере открыты карта Пермского края, сайты с билетами, статьи коллег на иностранных языках и электронная почта в браузере. Также тут... В почту я не лезу. Все-таки храню тайну переписки. Я смотрю статьи о чем открыты. Нажимаю на автоматический переводчик. Это по ее научной работе. Мировое распространение эпидемиологических заболеваний через контакт с насекомыми на примере надсемейства муравьиных отряда перепончатокрылых. Это за авторством Алены. Собственно, ее же штука и открыта. Похоже, она сейчас активно готовит эту статью к публикации. Мне становится неловко, честно говоря. Потому что... Я предполагаю, что она уехала в Пермский край, видимо, изучать и готовить свою статью. Я смотрю карту Пермского края, что она какая область там открыта. Там на карте Пермского края приближено на город, называющийся Налянск на Язве. Налянск на Язве. Звучит как просто какой-то случайный набор букв, как будто головой в клавиатуру ударили. Ты видишь, что как бы есть открытые вкладки, среди них вот электронная почта. Мне трудно удержаться. Я тыкаю на электронную почту. На самом деле,
Тимур старается оправдать себя. Он понимает, что он совершает плохой поступок, но старается оправдать себе некий страх за Алену прошел. Он почти уверен, что она где-то в лесу, в Перми, просто изучает своих любимых бабочек и насекомых. Но он находит оправдание в звонке Ирины Георгиевны тем, что он должен точно убедиться, чтобы не врать бывшей теще, когда он позвонит и скажет, что все в порядке. Для этого он должен убедиться, что она просто изучает насекомых, а для этого нужно сейчас найти какое-нибудь приглашение от местной на Язьме эпидемиологической станции или что-нибудь еще такого. Он открывает почту. Ты открываешь электронную почту и видишь там последнее прочитанное письмо. Письмо из Министерства здравоохранения Российской Федерации. Твои глаза бегут по строчкам, внимательно вчитываясь в каждое слово. Отправитель: Министерство здравоохранения Российской Федерации. Тема: рабочая группа по инциденту в НИСИ. Уважаемая доктор Эвридова Алена Викторовна, требую незамедлительно ознакомиться с содержанием данного письма и исключить передачу информации третьим лицам. Прости, говорю я. Прости, говорю я. В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей на подконтрольном ведомству объекте, вы выбраны в качестве одного из ведущих специалистов рабочей группы, созданной для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ваш профессионализм и уникальные навыки в области эпидемиологии могут оказать решающее значение в успешном разрешении ситуации. Все организационные моменты и должностные инструкции будут представлены вам по прибытию в НИСИ. Незамедлительно подтвердите получение данного письма и уведомите о вашей готовности к выполнению порученной вам работы. В течение часа с вами свяжутся для уточнения деталей трансфера. Благодарю за оперативное реагирование. С уважением, Сергеев Николай Александрович, начальник отдела санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Российской Федерации. Дата письма 5 января. 6 дней назад. Чрезвычайно. Я захожу в браузер и хочу посмотреть новости, вбивая этот населенный пункт. Как только ты тянешься мышкой, чтобы переключить вкладку, ты замечаешь, что на вкладке «Неотправленные сообщения» в электронной почте горит значок. Есть исходящее, но не отправленное сообщение. Нажимаю. Ты видишь, что это сообщение по электронной почте, которое Алена направила тебе, но не отправила. На секунду у Тимура темнеет в глазах, и сердце начинает стучать и биться сильнее. Шум в ушах. Ему очень не нравится. То есть он видит адрес адресата, и то, что письмо не отправилось, значит, она почему-то не захотела о чем-то говорить. Это снова на секунду возвращает его в период ссор и криков, и вот этого вот недосказанных вещей, и тех вещей, которые он много раз хотел сам проговорить и никогда не проговаривал в отношениях с Аленой. Блять. Тимур отворачивается от экрана, собираясь с мыслями для того, чтобы все-таки прочитать это письмо. Так, ладно, что? Что ты хотел мне сказать? Надеюсь, все с тобой в порядке. Что там написано, мастер? Привет, Тимур. Знаю, что могу быть не вовремя. Но я пишу тебе, потому что произошла серьезная ситуация. Без раскрытия деталей хочу сказать, что случившееся требует моего немедленного участия. И у нас возникли некоторые трудности, которые не могу обсуждать открыто на данный момент. Я нахожусь в сложной ситуации и прилагаю все усилия для решения проблемы. Прошу тебя, помоги мне. Письмо не дописано. Письмо не дописано, дата написания 11 января. Сегодняшний день. И время есть? Утро. Среда в несколько дней. А есть приписка, что из мобильной почты отправлено? Да.
А вот это вот уже плохо. А вот это вот уже вообще никуда не годится. В этот момент ты видишь, что в пабликах у нее открыт здесь Telegram, и приходит уведомление ей на компьютере из новостных пабликов. В этот же момент ты слышишь у себя на телефоне уведомление. Я открываю и смотрю. Ты видишь, что будто бы взбесилась новостная лента. Все новостные паблики, на которые ты подписан, и из компьютера, из твоего телефона одновременно звучат сигналы уведомлений. Ты видишь сообщение, официальное заявление: вспышка нового штамма коронавируса в городе Налянск на Язве Пермской области. Объявлен полный локдаун. Сообщаем гражданам о введении строгих мер для обеспечения общественной безопасности в связи со вспышкой нового штамма коронавируса. Ты видишь много разных сообщений об этом, которые перепечатываются. Люди явно делятся смайликами, что типа, что за хрень, какой коронавирус, 2025 год, это все закончилось как бы 2 года назад, какой еще и локдаун. Меры включают запрет на выезд и въезд из города, ограничение работы торговых точек, запрет на проведение общественных мероприятий, закрытие образовательных учреждений. В официальном пресс-релизе Минздрава написано о том, что эти меры необходимы для сдерживания распространения коронавируса и защиты здоровья нашего населения. Просим соблюдать указания медицинских и правоохранительных служб, следовать рекомендациям по безопасности. Будьте бдительны, соблюдайте предосторожности и следите за дополнительной информацией. Мы вместе преодолеем это трудное время. Хэштеги коронавирус, локдаун, Налянск, безопасность граждан. Это именно про Налянск. Да. Все, везде все, вот оно перепечатывается, люди делятся, и это как бы выходит на как очень странная новость сегодняшнего дня. Такая какая-то очень яркая. Тимур тихо говорит себе под нос: пиздят. И набирает Седова. Ты берешь трубку, набираешь номер Седова. Ты слышишь гудок, 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 а затем всплеск. Всплеск. Всплеск воды. Твои глаза застилает темнота. Ты сидишь в теплой воде. На стены падают тени от свечей, которые наполняют ванну запахом топленой ванили. Перед тобой, спиной к тебе, в ванне сидит Алена. В полумраке ты видишь лишь ее силуэт и мокрые синие волосы, спадающие на плечи. Синие. Несколько секунд слышен лишь плеск воды и треск деревянных фитилей, окружающих вас. Что я чувствую? Ты чувствуешь тепло и ужасно приятное прикосновение женской спины к твоему животу. Тишина, лишь плеск и треск фитилей. Ты слышишь, как Алена полушепотом спрашивает тебя: как думаешь, мы будем так счастливы всегда? Большую часть времени. Пока мы есть друг у друга, мы будем счастливы. После того, как ты отвечаешь на этот вопрос, ты чувствуешь, как Алена подвигается ближе к тебе и ложится на твою грудь, вытягивая ноги в ванной. Твои руки нежно обнимают ее, ты на мгновение растворяешься в этом ощущении и прикрываешь глаза. Открывая их, вновь ты видишь на стене тень человеческого силуэта. В руках у него автомат. Твое сердце начинает биться с неистовой скоростью. Я в ванне? Ты в ванне. Ты пытаешься резко подняться из воды, и в этот момент ты слышишь звук выстрела. В ушах стоит писк, твое тело проваливается под воду и начинает уноситься куда-то глубоко-глубоко, все ниже и ниже. Ты сжимаешь в объятиях свою жену. На этом наше сегодняшнее приключение заканчивается. Спасибо всем, кто был с нами. Если вы захотите посмотреть на обсуждение этого эпизода, который начнется прямо сейчас, то прямо под видео ищите и обрящите.
Андрей Андреевич, спасибо за эпизод, а мы ждем вас на следующей серии «Эндемии».